Мы 3,5 года прожили на Бали, и потом внезапно пришлось переехать в Польшу. Последние годы у нас было так. Тропики вообще обожаю просто. А теперь вот так. Господи, боже мой. Было, стало. Нас пугали, что нам будет неимоверно сложно и что мы не сможем адаптироваться. Но нам офигенно. Мы в резонансе с городскими вибрациями. Мы в потоке. В потоке метро. А еще солнышко, птички, цветочки. Тру-ля-ля. Город нас принял. Мы чувствуем варшавский вайб. Мы проводники энергии города. И город нас слышит. Но офигенно бывает не всегда. Лянушка, ну что ты, ну а как мы будем ходить по... Зайка, ну что ты? Ну, Перепады в погоде — это просто жесть. Ну а как же, так в смысле холодно, конечно, конечно неприятно. Еще холоднее будет, когда снег будет, солнышки. Как и принято в здешних широтах, погоду колбасит то в жар, то в холод. Но мы нашли постоянное жилье и компенсируем холод на улице теплым домашним уютом. И вкусной домашней едой, конечно же. Мы, кстати, делали ролики о том, как искали жилье в Варшаве, показали варианты и цены, и все подробненько. И рум-тур новой квартиры тоже уже сделали. Все на канале. И нашли надежного агента по недвижимости, который решил наш квартирный вопрос за 3 дня, быстро и качественно. По лучшей цене в Варшаве, кстати. Так что, если нужно найти жилье в Варшаве, то контакты надежного агента и промокод на скидку найдете в описании. На Бали мы почти не готовили дома, все по кафешкам да по ресторанам, но никакая еда не может заменить домашнюю, приготовленную с любовью. А еще мы соскучились по вкусным овощам, зелени и ягодам. Тут это отдельное удовольствие. Также скучали по всяким неполезным вкусняшкам, которых не было на Бали. К погоде привыкать непросто, но нужно. Сейчас нам предстоит в этом климате жить. Пока еще не нашли сад, ходим вместе по всем делам. Сейчас идет у нас процесс подготовки документов на всю семью для подачи на вид на жительство. Ты сдувает как парусом. Смотришь. Я вот думал, сделать ли ролик отдельный про легализацию, вид на жительство, карты всякие, паспорта и так далее. Если интересно, напишите в комментах. Топовая реальность. Изначально мы хотели все делать сами, но мне посоветовали очень классного и проверенного специалиста, который делает все под ключ. Какие-то моменты по подготовке нужно, конечно, самому, иначе просто невозможно. Вот мы и ходим по ужондам, администрациям, всей веселой семьей. Куча нужно бумажек написать, подать и так далее. Но всеми главными процессами руководит именно вот этот специальный человек. Нам его рекомендовали наши же подписчики. Спасибо большое за рекомендацию, кстати. Если кого-то интересует легализация в Польше, то оставлю контакты в описании, и промокод на скидку тоже, естественно, для наших подписчиков мы уже попросили. Мы еще неделю даже в Польше не пробыли, нас уже на день рождения позвали. Это Настины друзья. Тоже здесь много белорусов живут, много друзей. И вот игровая уже у нас. Кстати, игровые такие все эти штуки похожи на Бали тоже. Были у нас похожи всякие такие комплексы. Вау, Лян. На самом деле местами приходится непросто, но нас очень сильно поддерживают. Спасибо Настиной подруге Оле, которая консультирует нас по многим вопросам. И вот как раз к ее дочке на день рождения мы и приехали. И еще раз поздравляем с праздником. Спасибо за помощь.
Для нас с Настей много нового после переезда, а представьте, сколько для детей. Вообще все новое. Правила поведения в общественных местах, взаимодействие с людьми, язык. В Европе это все очень отличается от Азии. И если нам все это знакомо с детства, то наши девочки выросли на Бали. Мы уехали на остров, когда им было год и 3 месяца, а вернулись вот только сейчас, когда им через пару месяцев исполнится 5 лет. Для них это дивный новый мир. И очень забавно наблюдать, как они на это все реагируют. Ну что, игровые, могу сказать, здесь очень неплохие. Короче, такие же. Вообще круто сделано. Все уже, 22 градуса. Все уже. Такси. Блин, в такси уже жарко, кстати. Здесь не принято кондиционеры включать. И укачивает нас всех в машинах. Мы уже $500 за неделю отдали на такси. Пойдемте. Да, Оля, тебе спасибо большое. И Витя, муж, тоже помог. Очень ценно, и поддержка особенно тоже. И вообще спасибо всем подписчикам и подписчицам, которые вообще пытались нас всячески поддержать. Спасибо большое Александре. Это вообще Димина, моего мужа, студентка, когда он был учителем физической культуры. Физруком. И этот человек сейчас со своей семьей живет в Варшаве и просто переживала за нас просто так, настолько участливо, как будто как за себя. Спасибо большое тоже. И Диане спасибо, это однокурсница из моего университета в Минске. И спасибо всем остальным подписчицам, которые просто присылали слова поддержки. Мы всего лишь 2 недели в Варшаве, но мы себя не чувствуем одиноко благодаря вам. Смотри, Тея, смотри. Здесь Стойте. мы ходим. Останавливаемся, да. Смотрите. Здесь мы ходим, видите, взрослый ребенок. А здесь кто ездит? Точно, на эту дорожку заходить нельзя, то могут сбить. Так как на Бали было, помните, в Сануре, где и велосипеды, и люди, здесь так нет. Поэтому здесь в безопасности, и чтобы на вас никто не наехал, нельзя выходить на ту дорожку. Понимаете? Но они у нас большие умницы. В первые теплые дни лета мы, конечно же, отправились гулять и дошли до парка. И ностальгия безумная. Тут все, уже пикники устроили. Уже жарко прям стало, разделись все. Мы живем в спальном районе, очень далеко от центра, и тут антураж один в один, как на родине, в Беларуси. Вот мы гуляли, и я не мог понять, мы в Минске или в Варшаве. Все очень-очень похоже на наши спальные районы. Дома, люди, парки, все один в один. Но вот игровые площадки для детей не сравнить. Не знаю, как сейчас, но раньше я такого в Минске и в Беларуси не видел. Но я там был давно, так что, возможно, ошибаюсь. Не надо сходу тут бросать помидорами в меня. Если есть такие же площадки, то круто, я очень рад. Но мне тебе и помогать не надо, ты уже сама все смотри. Это стишок. «Земля плаче, дорогі дети, гdy заставишь в парку смечи. Земля будет плакать, дорогие дети, если вы оставите в парке мусор». Вот. Это то, что мы с тобой, помнишь, про пластик говорили? Смысл такой, что нельзя в парке оставлять мусор, чтобы земля не плакала. Как мы на Бали, помнишь, видели много мусора? Земля плачет от этого. И рыбки умирают, и птички умирают, и все животные умирают. Показано, что земля плачет, ей грустно. А вон, смотрите, это почти как на Бали. Чик, шезлонги, чик. Вот мы сейчас будем в процессе поисков садов. Вот эта школа, и вот такие у нас сады здесь. Тут все не так просто, нужно будет искать, хотим по государственным разослать, потому что есть хорошие государственные, но если еще будем еще частно искать. Короче, много интересных всяких моментов. Посмотрите, какие крутые вот вообще оборудования. У нас друзья какие-то ходят в частную, какие-то в государственные. Вот. Так что выбираем, будем сейчас рассылать. Как-то будем решать этот вопрос. Самая сложная адаптивная история у нас — это, конечно, ходьба. Мы долго и много не ходили, а дети вообще не привыкли. И они, конечно, для них сейчас это стресс и шок. Они каждые 3 минуты говорят, типа, харе, мы не пойдем. Так мне тело тоже так говорит, потому что, повторюсь, да, на Бали все на мопедах, там даже мусор за угол выбрасывают на мопедах. Поэтому вот так, привыкаем. Но это же круто, это самый крутой плюс вообще. Просто ходить, гулять, это то, по чем так скучают все, и мы в том числе.
на Бали, а здесь, пожалуйста, гуляй, парки, дорожки, тротуары. Вон, я уже тоже раз 5 пытался саботировать прогулку, садиться на скамейку. Ну а что поделать, надо привыкать. Ножки не привыкли, но привыкнут. Спускаемся в подземелье, там живет эхо. Не бойся, тут много света. Это специальный переход. Вот это земля над нами, а это подземелье. Вот это подземелье. Да. Автобусы и машины ездят наверху. Вот там вот это кто-то ездит. Да. Нет, не надо, пойдем ножками. Пожалуйста. Да все, мы уже дома. Кто это-то? Чего вы лежите, устали? Покажите, как вы передвигаетесь, когда устали. Вы как эти песчаные черви, да? Так, и кто О, какой бардак. Это трансцендентные родители просто. Балийские, разбалованы балийским разбалованностью. Недавно сделали душевное видео на наш балийский канал о том, как прощались с островом и близкими людьми после 3 лет жизни. Очень душевное видео вышло, ну, собственно, как и все наши ролики. Да, дети после больших вилл в квартире дуреют. Просто сложно им. Вот, и чего так мало пространства, вот, пожалуйста. Тея, пей, пожалуйста, хватит бурлить, бубнить. Девочки. А вот девочки впервые в жизни заходят в метро. А подземелье будет холодно? Нет. Проходи ко мне. Опа. Проходим. Это тебе не на мопеде по Бали рассекать. Смотри, Лян едет. Ты, отойди чуть дальше. И смотрите, сейчас оттуда будут выходить люди. Надо им не мешать. Иди сюда. Подойди. Вот, стойте, не бойтесь, смотрите. Uwaga, pociąg, kierunek na Moskwę. Да, пойдемте нам другой. А нам сюда. Лиан, кстати, просто в восторге осталась. Сейчас всегда просит ехать именно под землей. Смотрите, сейчас в туннель будем езжать. Прям супер. Да. Он набивает. Да. Następna stacja Ulm. Так как готовим много дома, нужно и закупаться соответственно. Почти каждый поход в супермаркет обходится плюс-минус $100. Наши $100 будет. Кстати, пока в ТЦ надо что-нибудь снять по работе. Мы очень часто в торговых центрах и в продуктовых, и не только в продуктовых, снимаем наш один из самых популярных контентов, который хорошо продается. Точнее, я забыл камеру, но сейчас я ставлю эксперимент. Сейчас я на 15-й iPhone снимаю, потому что камера хорошая. Хочу попробовать погрузить сейчас футажи, посмотреть, как их будут принимать, как они будут продаваться. Так, просто первый попавшийся вижу, и сейчас снимаем какой-нибудь контент. Ну что, вот такие рабочие футажи получились со смартфона.
Ну вот на таких выставках очень хорошо какую-нибудь еду, продукцию поснимать. Главное кадр выбрать. Короче, смысл в том, что вот такие кадры мы снимали очень много на камеру профессиональную, вот сейчас можно это и на смартфон делать. Если наснимать много классных сюжетов, правильно выдержать визуал, то за это можно и жить, что мы и делаем, собственно, с 2014 года. Вот пример уже наших давно загруженных кадров из магазинов. То есть все магазины — это наша бесплатная студия. Мы заходим, шопиться по своим делам и снимаем кучу такого контента. Вот, например, какие-то очки я снял прямо в Бангкоке, мимо проходил. Больше $200 мне капнуло, хотя я просто 8 секунд потратил на этот кадр. Вот Настя выбирает молоко. Это реально просто домой выбирала молоко, я снял. Это, кстати, в Польше тоже было. И вот 260, что ли, долларов. Кадры, кстати, да, могут продаваться бесконечное количество раз. Какие-то залетают в топы тоже и продаются очень много. А вот рыба продавалась на $70. Не очень люблю снимать на телефон, но вот пример кадра с GoPro, который просто продается постоянно. И вот за последнее время такой он принес $212. Недавно его купили по расширенной лицензии. Короче, можно снимать на что угодно, хоть на палец. Главное знать, что и как. Цены, кстати, на продукты очень похожи на балийские. О, да, если хотите отдельный ролик со сравнением цен на Бали и в Варшаве, то тоже можете написать в комментариях, подумаем, что можно сделать. Вот так вот, девочки. Когда-то еще недавно катались, совсем катал вас двоих недавно еще так же на качелях на Бали. Но сейчас, видите, как жизнь поменялась. И вместо виллы наша 9-этажечка. Почему болит глазик? От холода. Думаю, что у тебя от холода болит глазик. Непривычно после холода. Ну и правду. В жару. В жару хочешь? Ну, конечно, так мы же вам говорили, помнишь, что надо ценить. На пляж не хотели ездить. Кто любит на пляж ездить? Не я. Не я. Ну, вспомним, это через месяцок. Не я, говорят, не я. Мы сейчас будем долго жить в холоде, зайка. Сколько? 1 месяц? Наверное, год или 2, а может и 3, а может и больше. Потому что нужно документы делать. Ты чего сидишь тут? А ты хочешь жару тоже? Конечно, сказать, что мы не скучаем, будет ложью. Переезд был не нашим выбором. Мы не планировали и не хотели уезжать. Но наша жизнь состоит из событий, которые от нас не зависят. Для того, чтобы не слететь с катушек, человек себя постоянно подпитывает иллюзией, что он на что-то влияет в своей жизни, что он чем-то управляет. На самом же деле все просто происходит. И это никак не относится к нашим планам и желаниям. Мы лишь успокаиваем себя, что мы что-то выбираем. Но выбор уже сделан, и события идут так, как надо. Единственный выбор, который нам дан, это выбор реакции на происходящее. Страдать в непринятии и сравнениях или спокойно и с благодарностью принимать то, что есть. По факту нет никакого смысла тонуть в ностальгиях и воспоминаниях. Это прошлое. Оно больше не существует. Мы пришли к данному пониманию вещей, и это очень помогает жить в гармонии с собой и всем происходящим. Это наша точка зрения, и мы не призываем так мыслить, просто делимся с вами своими мыслями. Мы считаем, что есть только то, что есть сейчас, и то, что есть, такое, какое есть. Хорошее оно или плохое, всего лишь обозначение, исходя из уровня обусловленности, в котором мы находимся. Балийские чайные церемонии перекочевали в варшавские чайные церемонии. Ну, красота, чё? Для тех, кто умеет видеть красоту во всем, ни бетонные коробки, ни серое небо, не преграда. Ну, я, конечно, так бодрюсь. Конечно же, нас тоже качает эмоционально, но мы просто настраиваемся, видим во всем хорошее. У нас такая фишка с Настей. Вот сейчас 2008 года, кто не знает, я был физруком на Минске за $200 в месяц работал. Боже, как вспоминаю этот период самый, я был в общаге вообще жил. Но мы когда вот уже вместе, мы себе закомфортим все везде. Это самое главное, чтобы создать себе атмосферу, уют, где бы ты ни находился, и тогда все прекрасно. Да-да. Мы даже как-то в аэропорту так зауютились, решили посмотреть кино с картошкой фри, что пропустили свой рейс, дорогой. Но мы не расстроились, ведь это важнее, что мы умеем создавать себе такую атмосферу и так синхронизироваться.
Да, да. Ну, конечно, там потеряли пару сотен долларов на перелеты. Это было в Малайзии, мы куда-то летели. Но это было прикольно. На Бали, кстати, да. Но это было прикольно. Я постоянно в разъездах, готовлю все документы и ищу детский сад. И еще нужно умудряться поработать, загрузить видео на видеостоки. А самое тяжелое в нашей адаптации выпало на Настю. Мы уже более месяца без детского сада. Плюс с переездом отвалилась вся помощь. Так что Настя держит оборону как может. Не-не-не, ну тазиком не дерем. Нет, тазиком. Мама у нас стала готовщицей еды после балийских завтраков. Конечно, сложно. Держи сироп, поливаем сиропом. Все. Что, малыш? Я тебе... Тэп сидит, говорит, просит тапочки одень. Такие домашние. Ходит сейчас в этих пижамках. Выбрали себе пижамки. Вот. Уютно у нас, уютно. Мама сейчас нам готовит супер завтраки. Но маме не просто. Просто мама. Это такое наслаждение, такое удовольствие служить своей семье. Что-то только что я другое слышал. Подождите. Сейчас, подождите. Говорить правду. Ну да, но непривычно, конечно. Там было столько помощи. И хозяюшка, и помощь по дому, и уборка на вилле еще уборка встроена. прям от виллы встроенная, и еще домработница наша. В общем, а тут просто резко все забрали. Забрали сад, забрали няню, забрали уборку. И, ну, если честно, да, я прям full-time мама, full-time повар, full-time уборщица. В общем, если вы меня потеряли, ищите меня на кухне. Да, если вы потеряли Настю, ищите на кухне, уже не в Инстаграм. Хотя, кто не подписан на ее Инстаграм, приходите в ее Инстаграм. Она все равно старается. На самом деле, сейчас многие скажут, конечно, о, скажите, пожалуйста, какая она нежная. Типа, мы так живем всю жизнь, все наши там мамы, бабушки жили. Ну да, и это сейчас не жалобы, это констатация факта, что нужно привыкать. Вот, но мы привыкаем, мы не ноем. Как-то же нужно учить польский. Вот мы начали пристращать детей к польскому языку через мультики. Человек-кот. Она поела собачий корм. Przepraszam cię za pomyłkę. A dlaczego w ogóle opowiadasz mi o jakichś złodziejach? Żeby to do ciebie dotarło. Dotarło? To najlepiej wyślij to autobusem. Ого, мама себе королевский завтрак у мамы. Что вы там, куклы выбираете? Да. Я не могу, можно я твой завтрак съем? Блин, обалдеть, такие тофушки, супер кокосовая сметана и голубика, вау. Кстати, уже же готовы завтраки, уже давно они готовы. И я уверена, что многие из вас уже, возможно, ими пользуются. Приходили классные, довольные отзывы. Эти завтраки абсолютно бесплатные. Просто мы поделились именно самыми классными, самыми вкусными, топовыми завтраками. 10 рецептов, которые мы юзаем, постоянно ими пользуемся на протяжении всей недели. И там все с картиночками, с рецептами. И можно забрать в нашем телеграм-канале бесплатно. Переходите по ссылке, забирайте. Ссылка в описании. Жизнь хороша или не хороша. Это решает каждый для себя. По факту она просто есть, и ее нужно жить здесь и сейчас. Чем мы и занимаемся. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк в поддержку за наше время и труд. Увидимся в новых видео. Пока-пока.